Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет вас? Давненько у нас не было видео на такую тематику. Я знаю, что вы ее любите. Поэтому устраивайтесь поудобней. Не забываем подписываться, ставить лайк и, конечно же, делиться с друзьями. И давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, я бы сказала, что многие из вас сейчас находятся, то ли в каких-то вот расстроенных чувствах. Знаете, вот может быть даже в последнее время проигрывается какой-то упадок сил, упадок настроения, ничего не хочется, какая-то апатия, да? Вот как будто в жизни может быть некоторый тупик, да, вот не вижу просвета, не знаю, что делать, куда ни подкнусь, не получается, да, то есть берите, переворачивайте под себя, кому что подходит, не забываем, что это общий расклад. У кого-то это переживания по поводу личной жизни проиграются, у кого-то это переживания по поводу работы, финансов, здоровья. Причем, знаете, как будто вот вы опустили руки, да? Может быть такое состояние, что не хочу ничего больше делать. Вот апатия. Апатия. Почему? Почему апатия? Знаете, вот как будто вы чувствуете какое-то тотальное состояние одиночества. А поскольку вы, когда пребываете в таких вот энергиях одиночества, да, вам реально ничего не хочется делать. Вы могли бы очень много иметь. Но поскольку у вас нет мотивации, не для кого жить, да, не хочется. Вот именно состояние опущенных рук. Многие из вас находятся, реально сейчас чуть ли не в отшельниках, да, я не говорю, что вы ушли в монастырь, но тем не менее, вот как-то не хочется общаться, даже с друзьями, вот, да, если вы раньше общались, вы, в принципе, общительный человек, но в последнее время все больше хочется уединения, все больше хочется какого-то домашнего тепла, уюта, а его нет, да. Нет в каком плане, да, потому что я не вижу у вас рядом женщины. У многих из вас я не вижу рядом женщины, которая могла бы создавать тот самый уют. Да, кто-то из вас сейчас, я вижу, что, это может быть либо же новое знакомство, да, вот какие-то первые шаги, но это еще совсем не то, да, это не та женщина, которая сразу же с первого свидания бросится создавать вам уют, да, печь пироги, варить борщи. Нет, это еще только-только самое начало. Вы человек, который, знаете, вот вы как слепой котенок в каком-то смысле, вот не знаете, как двигаться, что делать, для кого жить, да, потому что у кого-то из вас точно проиграется, что вот даже проблемы, то ли в общении с детьми, то ли это может быть, что жена вам бывшая не дает детей видеться. Этот момент тоже вас тяготит, да, потому что, куда бы вы ни рыпнули, что бы вы ни делали, вот как-то, сложно найти общий язык с бывшей, и поэтому, конечно же, и вы страдаете, и ребенок ваш страдает, либо же дети. Но как-то вот вы то ли не видитесь какой-то период, либо же это очень редкие встречи. Знаете, вам не хватает вот именно тех крыльев, той мотивации, да, чтобы вы вот оттолкнулись от земли и взлетели. Вот именно мотивация вами рулит по жизни. А мотиватором всегда была, есть и будет, это любимая женщина. Повторюсь, у многих из вас ее пока нет, да? Многих этот момент очень сильно напрягает, что вы не можете длительный период устроить свою личную жизнь. Поэтому есть такой момент отчаяния. Что еще мне о вас поведают? Не доверяйте людям, тотальное недоверие. Вот вам кажется, что все люди, не все, да, прям так, но большинство людей, особенно женщин, это лицемерные, это какие-то лживые создания. Это та ситуация, когда вот вы сейчас пожинаете плоды от прошлой жизни, да, вот когда вы это все переживали, и вранье, и измену.
То есть вы сейчас смотрите на людей вот через призму прошедшей своей боли, да? Вы смотрите и оцениваете через боль. Всех женщин вы оцениваете, опять же, с призмы вот тех своих негативных переживаний, ощущений, которые у вас были в личной жизни, да? Вот вас обманули раз, там, два, либо же три, у кого как проиграется. И вы теперь, конечно же, ну, всех женщин под одну копирку. Вот напишите, ребят, давайте по-честному сделаем очередной наш расклад, да? Вернее, не расклад, а опрос. Вот вы реально, вот вы доверяете женщинам или же, ну так, не очень? Вот по-честному. Напишите, давайте все, пожалуйста, прописывайте. Вы человек, который, знаете, вот вы владеете каким-то мастерством таким. Многие женщины даже, может быть, не так умело этим занимаются. Это может быть хобби какое-то. Это может быть какая-то работа, занятие, ну что угодно, ну, к примеру, да, может быть, вы на машинке шьете довольно неплохо, может быть, кто-то вязанием на спицах занимается. Ну, то есть, вот какая-то такая работа, что очень часто и женщины этим увлекаются, занимаются, но и вы, в принципе, можете фору дать многим. Я не удивлюсь, если многие из вас реально могут шить на машинке, да, вот как кот Матроскин. Вы человечек, который... Вот знаете, вы видите, частенько вы видите яркие сны, причем эти сны вещи. Вы можете так навскидку даже сейчас вот вспомнить, сколько раз ваши сны предупреждали вас о чем-то, либо же ваши сны сбывались, да, и вы, с одной стороны, вы кайфуете, да, потому что у вас могут быть сны яркие, красочные, сочные такие, а с другой стороны, вы иногда их пугаетесь, потому что они очень часто у вас реально сбываются. Среди вас есть однозначно, ну, такие скрытые маги, да? То есть у вас не до конца развито, может быть, какое-то направление эзотерическое, да? Вот вы могли бы спокойно либо же целительством заниматься, магией, таро, но по какой-то причине вот вы тормозите это. Вы можете догадываться об этом, да, о своих способностях. Кто-то из вас, может быть, и знает, да, вот вы можете даже вот сказать что-то, да, вот, особенно на эмоциях, и понимаете, что это, простите, да что же я охрипла, и понимаете, что это сбывается, да. Вы можете сказать что-то невзначай и понимаете, что вот так и будет. Вы это чувствуете на каком-то вот тонком уровне, поэтому вы даже можете побаиваться своих слов. Я вам скажу, что вот поскольку у нас сегодня такой немного эротический, да, с эротическим уклоном расклад, я вам скажу, что многие из вас, ну, точно не ведут очень активную интимную жизнь в последнее время. Понятно, что это общий расклад, конечно же, кто-то скажет, да, у меня по 3 раза, либо по 5 раз каждый день, да, но я еще раз повторю, большинство из вас испытывают нехватку женской ласки, опять-таки, потому что у нас проигрывается сейчас у многих такие негативные энергии, да, как я только что сказала в сигнификации, потому что нет рядом любимой женщины, есть состояние недоверия, есть печаль, грусть, тоска и так далее. Поэтому, конечно же, здесь есть у кого-то воздержание, у кого-то, ну, очень длительные такие периоды между контактами, так скажем, да, то есть они бывают очень-очень редко. Но опять же, каждый из вас будет решать, да, что ему делать, либо же пускаться во все тяжкие, либо же заниматься, ну, скажем так, рукоблудием, грубо говоря, да, все взрослые люди, поэтому уж простите за мой французский, говорю как есть. Либо же вы будете ждать ту единственную неповторимую, да, с которой у вас будет тот самый интим. Поэтому, конечно же, будете решать только вы. Итак, давайте будем смотреть, какая же женщина хочет вас, да, такая тайная поклонница, которая, может быть, рисует в голове эротические сцены с вами. Давайте посмотрим, что это за женщина. Может быть, вы ее узнаете в своем окружении. Это дама одинокая. Это дама, которая тоже, в общем-то, пережила многое в своей жизни.
Вы ей нравитесь, вы, знаете, вы ей нравитесь не только как вот сексуальный объект, вы ей вообще нравитесь как мужчина. Она прекрасно видит ту самую грустинку в ваших глазах. Она прекрасно знает, что вам плохо и одиноко. Это женщина, которая, ну, она приблизительно среднего возраста, среднего телосложения. Она, ну, такая, знаете, степенная, рассудительная. Она не такая, как вот девчонки в 20 лет, веселушка, хохотушка. Общаетесь ли вы с ней? Как вы с ней общаетесь вообще? Это у кого-то может, кстати, проиграться женщина по переписке. То есть интернетное знакомство может быть, либо же это, ну, такое, знаете, я даже вот не знаю, каким словом это назвать, общение, ну, легкое общение, да. Опять же, оно может быть на работе, у кого-то может быть в компаниях, где-то там, я не знаю, на отдыхе, где угодно. Опять же, переворачивайте под себя, да, то есть с этой женщиной, я не скажу, что вы очень близко, тесно знакомы, но она знает, в общем-то, вашу общую ситуацию, что вы один, что вам плохо, да, то есть у вас были с ней какие-то такие, ну, задушевные разговоры о жизни, о том, о сём. Эта женщина не прочь иметь бы ребенка, и, кстати, у нее может даже, ну, если вы, конечно, знаете эту информацию, может быть, она это даже умалчивала, она вот, знаете, как будто то ли потеряла когда-то ребенка, она очень переживала по этому поводу, поэтому детей она любит однозначно. У нее было предательство, у нее был обман, измена, да. Поэтому, вот знаете, с этой женщиной у вас есть много общего. Вы как будто пережили очень похожие ситуации в жизни, только она с мужчиной, а вы с женщиной пережили вот то самое предательство. Она такая, знаете, она довольно неплоха собой, она любит красоваться, она неплохо выглядит. Возможно, она даже сейчас, ну, то ли учится, ну, это может быть второе высшее, это может быть повышение квалификаций, либо же еще может проиграться, что, ну, она такая довольно начитанная дама, она очень всезнающая, она очень всесторонне развитая, поэтому с ней интересно. То есть вы общаетесь, но не, ну, не так часто, вот как это бывает, да, то есть так, серединка на половинку. У кого-то это в жизни, у кого-то это может проиграться реально по переписке. Я вам скажу, что вот вы настолько цепанули эту женщину, что ей бы, конечно же, хотелось, ну, более тесного общения с вами. Но почему-то вот она, знаете, она, обжегшись уже когда-то на мужчинах, она не решается вот прям атаковать вас, она не решается прям бегать за вами. Понимаете? Она очень боится обжечься в очередной раз. Да, она рисует вас в своих эротических фантазиях. Ей бы очень хотелось с вами сблизиться. Но как будто вот она сама себя останавливает и все ждет и ждет от вас шага. Будет ли у вас что-то с ней? Да, однозначно, у кого-то может, ребят, проиграться, что она может за границей где-то быть, даже в другой стране. Смотрите, у вас есть шанс с ней начать отношения. Причем я вам скажу, что вы разглядите эту женщину. Если сейчас даже вы не поняли, о ком идет речь, вы разглядите, вы поймете со временем, что это за женщина. Вы поймете, что как раз о ней вот сейчас мы говорим, да, и вы начнете больше активничать. Кто-то начнет больше переписываться, кто-то начнет, ну так, если это в реальности, да, вот общаться ближе, назначать свидания, там, я не знаю, брать телефон и так далее. Вы, чем больше будете общаться с этой женщиной, тем больше она будет вам нравиться, и у вас уже точно так же начнет разгораться страсть к ней не только как к красивой женщине, а вот знаете, вот такая тяга будет, как будто вы начинаете влюбляться. Поэтому у вас такая вот сексуальность, симпатия с влюбленностью будет переплетаться. Вы, конечно же, можете. Кто-то может вступить в легкие отношения с ней, да. Если захотите развивать эти отношения больше, а есть такая вероятность, потому что, ну, как я сказала, вы будете влюбляться все больше в нее, потому что вот это как будто ваша половинка. Вам будет настолько с ней интересно, она вам даже, знаете, вот подскажет какие-то моменты, вот вы будете с ней обсуждать вот из своей жизни.
она вас где-то направит, в чем-то подскажет, посоветует, да, вот она будет такая ваша отдушина, что ли. И не только в сексуальном плане. Вы такие две страстные натуры. Конечно же, Бобик ваш будет визжать от счастья, да, потому что две страстные личности, ну, Бобик точно не заскучает. Вы будете вот на одной волне. Знаете, даже вот ваша интимная жизнь, она будет настолько гармоничная. Я не удивлюсь, даже если у вас будут одинаковые предпочтения в интиме. Вот то, что любите вы, то любит она. Те позы даже, да, по всей Камасутре, которые любите вы, то будет любить и она. Вот как будто, ну реально, вот вы сошлись в таком тандеме, вот как будто ваша половинка. Это будут, конечно же, яркие отношения. И независимо от того, вы выберете там просто романить с ней, либо же серьезные отношения. Женщина очень такая страстная. Женщина любительница экспериментировать в этом деле. Женщина, у которой никогда не болит голова. Женщина, когда вы, понятно, ближе уже разнакомитесь и начнутся отношения, она будет довольно часто сама первая инициировать тот же интим. И причем это могут быть даже, знаете, какие-то такие места, ну, не то чтобы там людные совсем, да, не на улице же заниматься, в парке на лавочке, да, вокруг люди ходят. Но вот какие-то такие места будут, что, возможно, раньше у вас интима не было в таких местах, вам будет страшненько, стрёмненько, но вы, я думаю, большинство согласитесь поэкспериментировать. Очередной драйв такой, очередной адреналин. Ну, то есть женщина, с которой реально не соскучишься. Поэтому я вам советую оглянуться, да, вот кто-то переписки свои пересмотрите, обдумайте, передумайте, с кем вы общаетесь. Кто-то в жизни, подумайте, проанализируйте, с кем вы пересекаетесь, что это за женщина. Знаете, у нее еще есть такой маленький, ну, назовем это опознавательный знак, у нее тоже может быть грусть в глазах. Вот она не такая вот веселушка-хохотушка, но у нее есть какая-то грустинка в глазах, она умная, с ней интересно, с ней комфортно, ну, даже энергетически вы ее почувствуете. Поэтому, мальчишки мои любимые, дерзайте. Ищите свою женщину, да, обдумайте. Я думаю, вы многие поймете, кто это. Будет очень бурная, страстная у вас интимная жизнь, за которой вы, конечно же, многие соскучились, потому что у кого-то это были жалкие крохи в последнее время, у кого-то давно вообще этих крох не было. Поэтому, ну, я думаю, вы ее порвете, как тузик грелку. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!